Здравствуйте, ребятки! Сегодня вместе с вами рассмотрим выход 9060 XT. Насколько она мощная, актуально ли покупать, и посмотрим на тесты против 5060 Ti 16-гигабайтной версии. И вместе с видеокартой, очевидно, вышла новая версия видеодрайвера 25.6.1. Много чего исправили, но самое главное — это поддержка огромного количества игр с FSR 4. Начнем мы с выхода RX 9060 XT. AMD официально выпустила Radeon RX 9060 XT. Это у нас бюджетный вариант, который закрывает Full HD и 1440p. GPU доступна в двух конфигурациях: на 8 ГБ $300 и 16 ГБ $350. Процессор Navi 44 включает в себя 32 вычислительных блока, 2048 потоковых процессоров, 32 ускорителя лучей и 64 ускорителя ИИ. С точки зрения производительности, 9060 XT предлагает конкурентоспособные результаты по сравнению с RTX 5060 и 5060 Ti от Nvidia. Особенно при разрешениях 1080p и 1440p. Карта имеет конкурентное преимущество перед 5060 Ti, особенно если учесть цену. Однако производительность трассировки лучей остается областью, в которой 9060 XT отстает от карт Nvidia. Но тут не все так просто, чуть позже покажу тесты. 9060 XT все еще доступна по рекомендованной розничной цене спустя день после запуска. Не было никакой флеш-распродажи новейшей видеокарты AMD. 9060 XT все еще на складе на следующий день после запуска, однако на этот раз AMD не дала никаких обещаний относительно уровня запасов или того, как компания будет поддерживать MSRP. Похоже, чем меньше AMD вмешивается, тем лучше. Хотя серия RX 9070 только недавно начала опускаться ниже MSRP. Потребовалось почти 3 месяца, чтобы это произошло. Чуть ниже у нас представлено наличие и доступность. На Амазоне цены выше. Best Buy доступно по рекомендованной цене, микроцентр и еще один сайтецкий. По ценам у нас получается следующее. Можно ли купить за эту сумму или нет, я не знаю. Тем не менее, если это правда, $300 это $300. Насколько я слышал, ребятки за бугром активно хвалят и покупают конкретно 9060 XT, потому что цена в разы меньше, чем 5060 Ti. У нас дела обстоят немножко по-другому. Практически цены плюс-минус одинаковые. Если взять DNS, у нас 8-гиговая версия стоит 46 тысяч, 16-гиговая 52 тысячи. 5060 Ti предлагает нам купить 16-гиговую версию за 47 тысяч. Тут, в принципе, очевидно, кто что выберет. Да, это, конечно, полит-версия, самая бич, тем не менее факт остается фактом. А если мы уже перейдем на Авито, где барыги доставляют за бугра видеокарты, здесь все в разы приятней. Допустим, версия на 8 ГБ стоит 34 тысячи рублей, на 16 ГБ 39 тысяч, это самая бичевская. Хотя это у нас PowerColor Reaper и ASRock Challenger. Если мы хотим купить что-то более интересное, допустим, Hellhound или Yeston, 41 тысяча. В остальном у нас плюс-минус то же самое. Asus 41 тысяча, Sapphire Pulse 45 тысяч, 8-гиговый Yeston с Китая, видимо, 34 тысячи, ну и так далее и все подобное. В среднем 42-43 тысячи. Иногда можно поискать за 41 тысячу. 5060 Ti нам предлагает, снова же, бич-версию полит 43 тысячи. Очень много политовских версий. А если с кучей этого дерьмеца пробраться, то у нас получается есть даже гигабайт версии по 41 тысячи. Zotac 43 тысячи. И еще, допустим, версия от гигабайта тоже 43 тысячи. Плюс еще и белого цвета. Если подытожить, по ценам получается плюс-минус то же самое. Что, естественно, в нашем регионе выгоднее будет покупать конкретно зеленых. Очевидно, все связано с доверием. У нас в регионе до сих пор больше доверяют зеленым, думая, что у красных до сих пор остались проблемы десятилетней давности. Насчет тестов, я бы их просто так вам не показывал, но здесь все не так просто и даже очень интересно, чему я удивился. Тестов не так много, многие из них фейковые, но мы посмотрим проверенного ютубера, это Дэниел Оуэн. Слева у нас 9060 XT, версия на 16 гигабайт, справа 5060 Ti, тоже на 16 гигабайт, что очень важно, потому что многие тесты до этого проводились против 8-гиговой, что тоже было актуально, если смотреть по ценам MSRP, потому что 16-гиговая версия стоила дешевле от красных, чем 8-гиговая от зеленых, поэтому делали такие сравнения. Сейчас, как вы видите, цены у нас одинаковые, плюс-минус. Здесь у нас Spydic 2, максимальные настройки,
с RT на ультрах. И как мы можем наблюдать, красные наконец-то начали обгонять в трассировке лучей зеленых. Когда включается там DLSS или FSR, чаще всего красные проигрывают. Ну, допустим, спайдики, даже в таком случае у нас все плюс-минус одинаковое. Я считаю, это очень даже достойно. Без трассировки, без масштабирования, чисто Full HD, медиум настройки, у нас получается так, что красные даже тащат. Assassin's Creed тени. Ультра, настройки, RT максимальные. Мы получаем на 2-3 кадра больше, чем у зеленых. Здесь даже с масштабированием изображения красные тащат. И самое интересное, то что многие боятся покупать красных по одной простой причине. Якобы некоторые проекты выходят при поддержке, конечно же, зеленых с обязательной трассировкой лучей. Поэтому многие думают, что вышла Индиана Джонс, Doom с трассировкой лучей, и в будущем так же самое будет все это продолжаться. И если посмотреть на тесты, то смотришь, у нас Full HD, максимальные настройки, RT постоянно включено, и мы получаем в среднем плюс-минус такую же самую производительность. Красные чуть-чуть проигрывают, но это у нас трассировка лучей. Так сказать, red flag для многих при выборе красных. Когда мы включаем FSR 3 и DLSS 4 Quality, мы получаем уже одинаковую производительность. Далее FSR 3 Quality и DLSS 4 Quality. 1080p, Medium, RT включено. В таком случае красный у нас выходит вперед. Очевидно, с чем это связано. Если мы, допустим, включим DLSS 3 на Quality, то, скорее всего, либо будет все одинаково, либо DLSS 3 чуть-чуть выйдет вперед. Потому что DLSS 4 более качественный, чем предыдущая версия, но и немножко требовательный. Включаем FSR и DLSS и получаем абсолютно одинаковые FPS. В таких играх, как Monster Hunter, очевидно, будет победа за красными, потому что у них чуть лучше оптимизация в этих играх. В других же проектах, допустим, как Kingdom Come Deliverance 2, зеленые будут впереди. И причем неплохо так впереди, потому что очень плохая оптимизация под красных. Насчет видеокарты мы с вами разобрались. Покупать в нашем регионе при одинаковой стоимости, я сомневаюсь, что это будет правильным решением. Поэтому лучший вариант это немножко подождать. И когда цены у красных будут соответствовать MSRP, тогда очевидно, кто здесь будет фаворитом. Но еще не забывайте за Redstone от AMD, который должен выйти во втором квартале этого года. Если кратко, это улучшит очень сильно трассировку пути для красных. Если вам интересно узнать подробней, ролик будет где-то здесь. Следующая новость, это у нас вышли дровишки 25.6.1, то есть 25 год, 6 месяца, 1 числа. Поддержка новых продуктов 9060 XT и AI Pro R9700. Кстати, по мощности, как я слышал, она такая же самая, как и 9070 XT. Только имеет на борту 32 ГБ видеопамяти. Но очевидно, что она больше как для рабочих задач. Поддержка новых игр. Animusha 2, Samurai Destiny Remaster. И, конечно же, поддержка Fidelity FX Super Resolution 4. Dead Zone, F1.25, Frostpunk 2, Legacy, Lord of the Fallen и Wild Assault. Но здесь у нас есть ссылочка на то, что в будущем будет поддерживаться, либо уже имеет поддержку, но через костыли. Первый списочек это у нас указан, что вот-вот скоро будет у нас поддержка, либо уже имеется поддержка, но через те же самые костыли. Допустим, через DLSS Swapper можно будет обновить версию FSR до самой последней, 3.1.4. В таком случае, когда мы обновляем версию, у нас включается поддержка FSR 4. Это мы можем сделать в Crimson Desert, далее Dragon King. И самое интересное, это GTA 5 Enhanced Edition. Я включал вчера, просто такая не работает по дефолту, пришлось заменить FSR-ку, и после этого DLSS 4 у нас подрубился. Но есть ли смысл? Потому что очень сильные остаются шлейфы. Поэтому, если у вас тоже шлейфы, вы играете с FSR, откатывайте FSR до предыдущей версии. Mind's Eye, новая игрушка от Leslie, это бывший работник Rockstar Games, ну и еще остальные игрушки. Есть у нас превью саппорт, то есть мы можем посмотреть, подергать и так далее. Это Silent Hill 2, Inzoi, Ninja Gaiden и еще интересно это Ark. Далее. Игры, которые будут обновляться до версии 3.1. Ark Riders, игрушка уже успела хайпануть, поэтому ждем. Duna, EVE Online, Lies of P и еще много интересных игр. Это нам подтверждает то, что AMD-шки не спят, а действительно вкладываются в поддержку FSR 4. Каждый месяц выходит примерно от 10 и до 20 игр с поддержкой данной технологии. Далее, расширенная поддержка Vulkan, исправили некоторые проблемы и исправили важную проблему, это с бустом, что quality и производительность
могли использоваться в реверсивном порядке. Как-то так, ребятки. Если вы планируете покупать какую-то бюджетную видеокарту, пока не спешите с покупкой. Немножко подождите, пусть цены устаканятся. В остальном же буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Также вы можете поддержать мой канал с помощью Boosty, а в знак благодарности я для вас подготовил архивчик с оптимизацией, как Windows 10, так и 11. Видеогайд, как это все настроить, присутствует. Плюс можете подписываться на нашу телегу. Нас там уже почти 8000. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.